Хотя Энакину Скайуокеру с самого рождения была уготована нелегкая жизнь раба на захолустной планете Татуин, он никогда не терял надежды на лучшее будущее. Любовь матери, согревающая его в детстве, зажгла в нем огонек мечты о свободе, которую он позже разделил со своими друзьями Китстером и Вальдом. Увлечение 3 молодых рабов гоночными подами впоследствии помогло Энакину вырваться с Татуина и начать свой путь к становлению рыцарем-джедаем. Что же касается Китстера и Вальда, то они обрели свободу много лет спустя, когда Падме отправила одну из своих ближайших служанок Сабы в этот далекий пустынный мир, чтобы та вызволила мать Энакина из рабства. Однако, не найдя ее, Саба решила освободить в честь Шми несколько сотен рабов, среди которых были и друзья юного Скайуокера. Позднее эти освобожденные рабы основали колонию на планете Габридар-3. Спустя много лет, вскоре после событий фильма «Империя наносит ответный удар», Дарт Вейдер начал свой крестовый поход, чтобы выяснить, кто спрятал его новорожденного сына после смерти Падме. Эти поиски привели лорда ситхов к сотрудничеству с Сабе, которая также была лично заинтересована в раскрытии тайны гибели своей королевы. Вместе им удалось добыть скудную информацию о последних минутах жизни Падме, когда она говорила о том, что в ее муже все еще есть добро, несмотря на его падение на темную сторону. В итоге Саба догадалась, что Дарт Вейдер на самом деле и есть Энакин Скайуокер, и открыто сказала ему об этом. Но Темный Лорд был непреклонен. Энакин Скайуокер мертв. Поскольку она была так похожа на женщину, которую он любил, а недавние откровения, связанные с его прошлым, открыли ему старые раны, Вейдер позволил служанке не только жить, но и бросить вызов его убеждениям. Поверив словам Падмы о том, что в ее муже все еще есть что-то хорошее, Саба надеялась в последний раз послужить своей бывшей королеве, доказав ее правоту. Она рассказала Вейдеру, как они с Падмой освободили сотни рабов на Татуине в честь Шми, и как это наследие его жены и матери оказалось под угрозой из-за коррумпированного имперского губернатора, которая примкнула к восстанию Багрового Рассвета против империи. И что, спасая колонию, Вейдер наконец-то сможет выполнить свое слово – принести справедливость и порядок в его империю. То, в чем он поклялся, когда отказался улететь вместе с Падме. Темный Лорд принял ее предложение, и они вместе отправились в колонию. Прибыв на место, они узнали, что губернатор сократила им жизненно важные поставки, а также похитила 33 колониста, чтобы те работали над ее секретным проектом оружия. Когда им показывали колонию, находившийся там радианец упомянул имя Китстера и рассказал, как они вместе собирали гоночный под, вспоминая о своем родном мире. Но, к сожалению, у них нет необходимых навыков гонщиков, чтобы проверить его в деле. Услышав это, Вейдер повернулся к радианцу и человеку рядом с ним. Ваши имена? Китстер! Вальд? Завтра я в гонках бунта Ип участвую. Что? На нем? О, на елке, Ани! То, о чем уже догадался Вейдер, подтвердилось. Перед ним стояли друзья из его далекого детства на Татуине. Это откровение, видимо, так сильно ошеломило Вейдера, что Китстеру пришлось преодолевать возникшую между ними неловкость. «Мы можем что-нибудь для вас сделать?» Вы ясно дали понять, что ничего не можете сделать. Темный Лорд решил просто отмахнуться от них, не желая вспоминать о том, кем он когда-то был, понимая, какую боль принесут с собой эти воспоминания, и предпочитая верить в то,
что они больше ничего для него не значат. Но Падме была права. Позже, когда Китстеру и Вальду грозила гибель от стаи диких тварей, напавших на колонию, Вейдер приложил все усилия, чтобы этого не случилось. Как только хищники повалили их на землю, готовясь разорвать своими огромными клыками, Темный Лорд сразу же бросился им на помощь, с невероятной скоростью разрубив нападавших на части, при этом не задев никого из своих старых друзей. Лорд Вейдер, спасибо. После того, как Темный Лорд совершил столь впечатляющий поступок, да еще и ради спасения других, он ушел, как будто в этом не было ничего особенного, отказавшись даже принять их благодарность за спасение. Вместо этого он лично организовал доставку оружия в колонию для борьбы с коррумпированным имперским губернатором. Он завелся! Завелся! Позже они увидели, как Вейдер уверенно управляет собранным ими гоночным подом, и это напомнило друзьям о феноменальном мастерстве Энакина Скайуокера, которое он демонстрировал во время участия в гонках на Татуине. Впереди Скайуокер! В конце концов, Габридер 3 был освобожден от контроля губернатора, а созданное ей оружие, которое иссушало целую планету, было уничтожено. При этом Вейдер чуть было не погиб, но его спасла Сабе, сумевшая вовремя восстановить жизнеобеспечение его костюма, подключив к нему альтернативный источник питания. Годами она ждала момента, когда сможет поквитаться с Вейдером, которого считала виновным в смерти своей королевы, но в итоге не оставила его умирать, так как действительно начала верить в слова Падме о том, что в сердце этого человека, скрытом под черной броней, все еще есть добро. После того, как они покинули планету, Китстер и Вальд продолжили жить в колонии, помогая восстанавливать ее после разрушений, нанесенных губернатором, совершенно не подозревая, что человеком, пришедшим им на помощь, был никто иной, как их друг детства Энакин Скайуокер. Понравилась история? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Именно по вашей активности под видео мы поймем, что такие ролики вам интересны. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.